Здравствуйте, наши уважаемые зрители! У нас традиционная передача «Говорить думая». И сегодняшней собеседницей будет Анна Ивановна, которую вы знаете, и многие из вас любят ее. Я читаю ваши комментарии, вы радостно встречаете ее появление. Так что встречайте Анну Ивановну. Анна Ивановна, здравствуйте. Добрый день, Ольга Федоровна, и добрый день всем. Э, Убежденность в своей правоте. Мгм. Тема для меня сложная, и я вот пыталась готовиться к ней, и меня на ней выключает. То есть я пыталась, допустим, я читаю там значения, стала глубже где-то проваливаться там в синонимы, и я вижу, что я вижу буквы, но суть от меня все время хочет ускользать. Э, Про что бы я хотела поговорить? Про убежденность в своей правоте, про правоту и, как оказалось, синонимы правоты– это правда и беспровинность. Мгм. То есть оказалось, что это одним из синонимов является как будто бы я ни в чем не виноват. Правота. Но скорее не провинность, а не допущение того, что я могу быть виноватой в своей правоте. То есть нету понесения ответственности за ложь. Вот когда человек обманывает, ему говорят, что вот ты солгал, и ты должен быть как бы наказан за свою ложь. Или там какие-то должны быть последствия того, что там последствия из-за того, что ты лгал, из-за того, что ты обманывал. А здесь этих последствий нет у личности. Она стоит на том, в чем она уверена. И уверовать же можно во что угодно. Чем у человека меньше реальности, тем ему легче верить в что угодно. То есть если мы убираем действительность, убираем факты, то мы можем придумать любую небылицу и неистово в нее верить. Я нашла ваш ролик годовалой давности про убежденность в своей правоте, и там как бы вы описываете варианты этой правоты, но она в основном такая вся про ипохондрию, про какие-то идеи. Ну, то есть в ролике больше про какие-то такие выпуклые формы правоты, которые как бы, ну, немножко более очевидно, что это что-то странное. Э, А я бы хотела поговорить про ту нашу уверенность в правоте, которая правильная, справедливая, э, истинная. И тоже вот то, что вы сказали, с отсутствием вины. Ну, давайте на примере. Давайте на примере. Сейчас я повторяю. У нас в чате домашнем, я имею в виду в чате нашего дома, Мгм. появилась женщина, ну, как появилась, она была, только она стала более проявленной в нем. И она отчитывала всех, кто что-то делает, в том, что они неправильно делают, и давала им советы. И она зашла туда, как будто она директор, как будто ее выбрали директором, и при этом она
абсолютно не замечала вот этот высокомерный тон. То есть она не выбранная людьми. Видно, что она некомпетентная, потому что по тому, как она формулирует вопросы, ей технари отвечают. Вот у нас там генератор стоит, и аккумуляторы стоят. И потому как она ставит этот вопрос, понятно, что она некомпетентна. Но в ней была стопроцентная уверенность в своей правоте. И интересно, что она не пошла к этим людям вникать, а ей надо было именно публично призвать их к ответу. Вот этот момент, что я узнаю не для себя, а я воспользовалась этой возможностью для того, чтобы поруководить, подавать советы. Я делаю это в публичном пространстве, потому что я удовлетворяю какое-то свое потаенное желание, в котором даже не могу себе признаться. Ну, если действительно интересно, то эти люди, которые занимаются аккумуляторами и генераторами, они известны всем. Можно было к ним подойти и спросить, но и надо было делать это именно в публичном чате. Потому что здесь был момент, перед ней оправдывается публично, и она публично выседает на неком троне. Я возьму маленький пример, который публичного восседания на своем внутреннем троне. Я живу на 8 этаже, и у нас независимо последние 1,5 месяца, независимо от того, есть электричество или нет, не работает лифт. Это 9-этажный дом. И какое-то время, там на этой неделе, я вижу, что оставляют люди мусор. Возле мусорника мусорник запаян, надо выносить вниз, но люди, вот лежит, сначала один пакет лежал, потом второй пакет лежал. То есть их и было 2. И я с абсолютной уверенностью, спускаясь вниз, делаю такой высокоморальный вывод, что ну, это свинство. Вот. И потом, когда он постоял там пару дней, и понятно, что однозначно я не знаю, но я подумала, что, может быть, на 9 или на том же 8 этаже живет какой-то старик, который по факту не может ну, ходить вниз, а потом подниматься. Такое же тоже может быть. Но у меня почему-то этот вариант, он, ну, мне надо обязательно вот вынести какое-то критическое суждение. И вот этой критичности ее на самом деле она и правильная, и такая вот как вот, наверное, ваша соседка в чате. Но, видите, вот это критическое суждение, оно основывается на примитивной системе координат, в которой вывод делается на основании каких фактов? Мусор в подъезде возле мусоропровода оставлять плохо. То есть у человека складывается представление о том, что плохо, что хорошо. Он им подчиняется сам, он наказывает себя. То есть ему запрещено самому оставлять мусор возле мусоропровода. И если мне нельзя, тебе тоже нельзя. И когда вы добавили сюда рассуждение о старике, которому тяжело спускаться, то вы добавили живое, человечное. Потому что эта инструкция, где мусор нельзя или запрещено оставлять, оно не учитывает никаких особенностей ситуации, никаких особенностей другого человека. То есть там написана инструкция для робота одинаково. М. Не внесен фактор индивидуальности. Вот чем более развитая страна, так считается, тем больше учитываются
возможной индивидуальности других. Но тут тоже такой момент хитрый. Я там мусор возле мусоропровода не оставляю, но я, например, когда собираю мусор, знаю, что я буду выходить не прямо сейчас. Я могу поставить мусор с внешней стороны возле своей двери. То есть и я могу там выходить через 10 минут, через 20, но также и через 2 часа. То есть я, в принципе, делаю такой же поступок в какой-то степени, как и этот, не знаю, или это в возрасте человек, или человек, который просто вот... Или геймер, который не Да, может оторваться да, от прохождения этапа. вот. И получается, что я, когда себя возвращаю к... Вот вы стали говорить, что это плохо это плохо или хорошо, и я себе так запрещаю делать, и, значит, когда другой так делает, я запрещаю. Да, я осуждаю. Но по факту я сама так делаю. И когда вот вы это говорили, я чувствую, я как уж такая как кручусь уже я такая вот вроде бы. Но это же, я же все равно этот мусор вынесу. Я там еще что-то, хотя когда-то была ситуация, мы еще до войны собирали там или пластик, или бумагу, и такой очень большой пакет стоял возле двери, и он простоял там, наверное, ну, как бы ночь, или еще больше людей жило в доме. То есть он, ну, неудобно было, там дети бегали. То есть я, в принципе, совершаю в какой-то степени похожий поступок, но он у меня, я в нем не виновата. Вот как это... У меня много таких моментов. Но это не про виновата, это про я делаю правильно. Люди зачастую осуждают других за то, что делают сами. Но они при осуждении других не ассоциируют себя с собой. Они себя ассоциируют с собой как какой-то идеальный. У человека и ускользает его естество, его реальное я. Вот почему я говорю все время на «Сталкере», на других проектах, что надо стоять в тазике со своей плохостью. Человек в моменте, когда он судит о ком-то, он, даже если ему сказать: «Но ты же тоже так делаешь, ну, ты тоже бываешь необязательным», то человек приводит обычно аргумент. Но это было раньше. Мгм. Или же, ну, я, может быть, и не обязательно, но не настолько. То есть он не отдает эту возможность выносить вердикты. И вот это вынесение вердиктов по поводу правильности или неправильности другого человека, она дает ощущение Цезаря, восседающего на гладиаторских боях, который опускает палец вверх или вниз. В частности, это используют в соцсетях. То есть человек в каком-то своем маленьком мирке выносит вердикт, что надо казнить. Казнить его он неправильный, он не такой, как надо. И, например, в фанатично верующих странах, если ты не соответствуешь правильности, ну, например, в Афганистане ты без хиджаба ходишь, то ты становишься неправильной, в которую можно бросить камень, которую можно ударить, которую можно забрать в полицию. То есть фактически нам нужны какие-то общие правила, и таким образом мы социализируемся, мы договариваемся, такая негласная договоренность. Но эти правила, они более абсурдны или менее абсурдны. Ну вот, например, зачем женщине носить хиджаб? Ну, чтобы я как мужчина не захотел ничего. То есть ты должна выглядеть так,
чтобы мое сексуальное влечение не активизировалось. Ну, с мусором, если мы будем мусор оставлять в подъезде, то будет запах определенный, и подъезд превратится в свалку. И, например, когда мы вот сейчас в Киеве живем в состоянии войны, то очень легко скатиться в оправдание любых своих поступков тем, что сейчас тяжело. И будет происходить деградация общества. Нам как бы наоборот, надо сейчас пытаться не скатываться туда. Ну, например, когда нету воды, ну, можно не мыться, но надо все равно изыскивать эту возможность. Или же, когда нету света, ну, не видно, что пол грязный, можно его не мыть. То есть фактически мы начинаем скатываться, нам надо силой себя оттуда вытаскивать. Но вернемся к правилам. Вот мне, например, помогает расцеплять этот капкан собственной правоты, когда я начинаю мыслить более сложными схемами. И человеку достаточно сложно мыслить сложными схемами. Вот вы привели пример сложной схемы, что вдруг это старик. Но это также может быть и геймер. Ну и от того, старик это или геймер, как будто зависит то, что я чувствую. Ну, если старик, то ладно. Даже я, может, сама вынесу этот мусор. А если геймер, тогда надо под дверь ему занести обратно этот мусор. Вот это еще раз доказывает, как мы можем управлять на самом деле своими эмоциями. Они нам подвластны. Вы говорите, что вам помогает в моменте мыслить сложными схемами, и я думаю, что вот это моё, как это, скажем, в кавычках, такая тяжесть восприятия этой темы, и то, что внутри у меня там такое пространство, где я как будто верчусь, оно связано с тем, что, потому что первый день я шла, у меня было вот это праведное возмущение. Допустим, если бы я с мужем шла, то я бы вслух говорила. Прям я бы вот такая была праведно авторитетная. Потом, когда я шла на следующий день, я увидела еще один пакет и подумала про то, что, может быть, это, то есть вот эта вот сложность мышления, она у меня допустилась на следующий день. И в тот же день, вечером, по-моему, я стала думать о том, что я мусор тоже оставляю. Пусть я его выношу, но как бы все равно я практикую такое. И, получается, система внутри работает по, а, м, ей, наверно, нравится так работать, потому что это просто, это простые выводы. Я превознеслась, когда я там делала какой-то вывод про этого человека, который мусор оставил. То есть как будто нельзя, не то чтобы нельзя, сложно в моменте попадать вот в этот анализ, и как будто постоянно надо вытормаживать эмоции для того, чтобы не вот это не есть эту быструю такую быстрые углеводы. Но видите, когда мы попадаем в пространство, что я должна чувствовать по этому поводу, ну, вот мы могли бы так сформулировать, а что я должна, люди так и спрашивают на сессиях, а что я должна чувствовать, поэтому что правильно тут чувствовать, то мы попадаем в пространство, м, похожее на какой-то наркотический лабиринт. Мы можем развернуть свое мышление и в сторону жаления этого старика, и давай я мусор вынесу, и в осуждение этого геймера. Но если мы начинаем опираться на действительность, то тут становится легче, появляется однозначность и пропадает возможность манипулировать фактами внутри. Например, если
кто-то вынес мусор, и на этот прецедент никто не прореагировал, то это разрешает как будто всем остальным тоже это делать. И постепенно подъезд будет погружаться в хаос. Когда ты пытаешься разобраться с этой проблемой не с точки зрения своей эмоциональности или своей правоты, а с точки зрения целесообразности, когда ты мыслишь последствиями, то тебе становится понятно, что делать. Первое. И второе, у тебя нету эмоциональной заряженности в решении этой проблемы. То есть ты опираешься на факты, и, например, ты пишешь в общий чат дома, что даже, может, так и начинаешь это сообщение, что сейчас сложно поддерживать и себя, и пространство вокруг себя на довоенном уровне. И когда один пакет в подъезде, это не страшно, но мы этим самым создаем прецедент. Нам надо с этим что-то делать. Если, например, кто-то в возрасте, кому-то тяжело спуститься, то я могу, так как живу на 8 этаже, я буду забирать мусор, вы мне скажите. Видите, здесь появляется сразу миролюбивое предложение, как решить эту проблему. А если я захожу заряженная, воинственная, осуждающая, то люди попрячутся. Ну, например, даже если это старик, то он будет бояться что-то написать, потому что какая-то злая женщина, воинственная, с шашкой, она зашла и сейчас отрубит всем голову. То же самое происходит внутри нас. Когда мы заглядываем внутрь с попыткой понять, что со мной, мы точно так же от себя прячемся, если мы заходим внутрь с шашкой. Видите, я действую из правоты, я действую из целесообразности. Это как будто два разных человека. Из правоты я буду всегда воинственной. Я буду агрессивной. Да, получается, что когда я начинаю думать про свой мусор, который я там, например, вечером выставила, сегодня утром я его вынесла, то я как будто бы должна подумать о том, что Я создаю прецедент. да, что это мой мусор, что мне, ну, это также точно неприятно кому-то, как и тот, который стоит возле. Ну, я себя тоже ловила на желании, например, когда приходят посылки, коробки выставлять за дверь. Но я вот тоже себе запретила, потому что я создаю прецедент. Мгм. М, Я беру ответственность за возможные последствия. Мгм. И мышление таким образом– это мышление уже человека, не зацикленного на себе, когда он думает о сообществе, где он находится. Вот вы же на группе «Сталкер» не раз видели, что групповая динамика тут же подхватывает Очень быстро. какую-то тенденцию. Вот если мы вначале приветствуем друг друга, и кто-то говорит, у меня все хорошо, давайте начинать, и остальные тоже говорят, у меня все хорошо, давайте начинать. Если один говорит, я вас рад всех видеть, то и люди за ним начинают говорить. То есть вот это стадное наше чувство, и
некое животное внутреннее, которое ждет, когда ему скажут можно. А, можно? Поэтому здесь ты несешь ответственность не только за свои поступки, но и за влияние твоих поступков на социум, внутри которого ты находишься. Но это все про сложные модели с пониманием причинно-следственных связей. А правота — это всегда мышление из маленькой коробочки, из маленького пространства, где ты не учитываешь совокупность всех факторов, находящихся вне твоего мышления, вне твоей коробочки, а только то, как ты придумал. Это а, основывается на том, как тебе удобнее. Вот тебе сегодня удобнее осуждать людей, которые не сдают, например, деньги на, не знаю, аккумуляторы для подъезда, потому что ты верила, что война скоро кончится и вообще нечего деньги тратить. А потом, когда ты сидишь один день без света, ты начинаешь всех тормошить, чтобы они сдавали деньги на аккумулятор. Потому что у тебя, например, срывается, не знаю, говорить, думая запись. И ты эту реальность крутишь, как тебе хочется. Сегодня у тебя эти принципы, завтра у тебя те принципы. И ты даже не видишь эту непоследовательность, потому что ты привык мыслить на основании эмоций. Вот у тебя есть ощущение правоты, вот это значит и правда. Фактически человеку, чтобы мыслить, ему все время надо стоять на неправоте. Я вот часто говорю, мне рассказывает, например, какое-то событие из жизни клиент и говорит, ну вот а что это было? Вот как вы считаете, вот так себя человек повел? А я говорю, ну, это ваш рассказ. Я понимаю, что это было по-другому, но я попробую восстановить эту последовательность, эту модель. Но можно опереться на свои чувства и сказать, да, вот он подлец. Если не учитывать картинку целиком и исходить только из мира имени себя, где наши чувства — это факты. Ну вот, когда вы говорите мыслить, это стоять не на правоте, я вот сейчас немножко как будто бы на секунду уловила, то есть с большой долей вероятности я не понимаю эту вашу фразу. То есть я ее как-то понимаю, и у меня сразу я должна быть неправой, неважной, не... У меня что, мнение своего не может быть? Да, да, так а какое должно быть у меня мнение? Вот. А вы говорите про какой-то про другое. Я не могу это другое. Ольга Федоровна, пожалуйста, как-то можете еще его не на правоте. Вот. м, Нам хочется однозначности. Вот это общая тенденция нашей психики — однозначность. И эта однозначность, она идет из животного мира, потому что животному надо точно понимать, это опасно или нет, это можно съесть или нет, это самка или нет, или самец. То есть в животном мире там должна быть однозначность. Мне убегать или нет, мне прятаться или нет. И эта однозначность, она помогает принимать быстрые решения, которые необходимы в выживании. Мы когда находимся в режиме выживания, мы будем принимать быстрое решение. Вот даже многие говорят, что когда были ситуации, связанные с угрозой жизни, а, как будто ты начинаешь быть сверхчеловеком и можешь действовать мгновенно.
Там однозначность. Однозначность и контакт с реальностью. Например, как два животных, они понимают, кто из них сильнее, и уступят другому, просто посмотрев в глаза. Вот у животных есть связь с реальностью, связь с действительностью, и это однозначность. А у нас однозначность осталась, а связь с реальностью разорвана. Я хочу однозначный ответ, да или нет. И нас раздражает, когда человек говорит, я не знаю, там, мне надо подумать. И нас даже самих раздражает, когда нам надо подумать. Мы бы хотели ответить сразу, точно и однозначно. И для этого однозначного решения человек идет внутрь, как и зверь, он прислушивается к своим импульсам, ему импульсы говорят, что делать. А у человека там сломанная машина. И человек не может найти это. И даже если может найти, он не может это проанализировать. Поплыла уже Оля Федоровна. Останавливались. Вот иду я по лестнице, прохожу там с 8 на 7 и вижу пакет с мусором. Что у меня внутри? У меня же никто не требует этой однозначности. Ну, у меня никто не спрашивал. Ну, как бы я не прохожу и не думаю, о, интересно, кто-то оставил мусор. Или не сильно интересно, но что интересно, как? Да, интересно почему. Ну, наверное, кроме как через интерес в это нельзя зайти. Но интерес может возникнуть только не у хозяина подъезда. Но если это мой подъезд, и я тут иду, то тогда интерес не может возникнуть. Это в целом отношение к миру, как будто ты в нем гость. Многие же люди относятся к этому миру, как будто он принадлежит им, и они хозяева, и они сейчас расскажут, как должно быть в его доме. Но мы же так и говорим, это мой дом. Вот в моем доме. Ну, это нормально, говорить так можно. Здесь важнее, как ты внутри воспринимаешь. Если ты как гость в этом мире, то у тебя в корне меняется отношение в целом к мирозданию, тогда у тебя нет правоты. Я пытаюсь вот понять это, что я должна чувствовать не в правоте. Ну, вот проходя мимо этого мусора, вот без... Она, смотрите, давайте на другом примере. Вот вы же спасли котиков, я вас их забрала. Мгм. И эти котики, они вами продолжают восприниматься как это и мои котики. Это не только твои котики, это еще и мои котики, как в этом фильме про это не твой зуб, и не мой зуб, это наш. И если вы воспринимаете их как свои, то у вас есть полное право давать советы, как с ними надо себя вести, как их кормить, как их чесать, как их купать или не купать. Вы тогда становитесь свекровью, которая сыночку женила, но это все равно мой сыночка. И я знаю, как лучше моему сыночке. И когда свекровь приходит в гости, она видит, как невестка накрывает на стол, и она говорит: боже, у вас столько жареного, и жареная картошка, и жареные отбивные. У моего, пусть будет Дениса, у него, ну, не надо ему столько холестерина. Надо какие-то пареные вещи, вареные вещи. И она опирается на свою правоту, и для нее ее сын– это ее собственность. Вот можно относиться точно так же к миру, что это моя собственность, я не в гостях, это не чужое. Если вы приходите ко мне, и котики уже не ваши, а мои, то тогда вы будете понимать неуместность давания совета. А так у вас есть ощущение правоты, если они ваши.
Я лучше знаю, каким, потому что они мои. Вот это слияние, когда у тебя нету чужого, нету восприятия как в гостях. Когда ты заходишь в кафе, и тут ты уже как дома. Ты уже говоришь, как тут должно быть правильно в этом кафе. Ты заходишь в магазин, и в магазине тут очередей не должно быть, тут должна быть два продавца. А молоко должно стоять вот там, а не здесь. Видите, это вся правота, она тогда, когда ты в этом мире как собственник. Ну да, я в парадное выхожу не как... Я вышла из квартиры, дверь закрыла, и там мое царствие, скажем так, закончилось ровно на пороге. А я выхожу как... Но люди даже могут на улицу так выходить. Они выходят на улицу, как будто они хозяева этого мироздания, и говорят, так, поменяйте погоду. Мне это не нравится. Солнце. Или там меньше мороз. Ну и мороз. Вот они, люди так говорят, и они так говорят, как будто они хозяева неба. Что это за погода? Поменяйте погоду. Получается, что я, вот если чувственно, то сейчас мне кажется, что я не выхожу из своей бульбашки. Вот, то есть я как будто, вот вы говорили, что на каком-то вебинаре и на роликах вы говорите, что у зацикленного человека у него внешнего мира нет, он его затягивает весь вовнутрь. Да, он хозяин. Да, он хозяин. И получается, что я э, у меня как внешняя реальность, она вся затянута вовнутрь, и чувственно я не могу разделить то, что мне не надо иметь какое-то мнение по поводу того, как вам кормить котиков, и мне не Но надо нет, иметь нет, мнение. мнение должно, это нормально, когда есть мнение. Мы не стираем нашу индивидуальность. Не стираем. Но давание совета, как кормить котиков, формулировка, как вы это говорите, она будет зависеть от того, вы воспринимаете их как свою собственность, или же вы их воспринимаете как это уже ее котики. То есть, допустим, у вас есть рекомендация по поводу кормления. И вы тогда какую-то соломку подстелите. Вы скажете, можно я их покормлю? Или же вы скажете, может быть, я бы, мне, на мою, у меня есть мнение, что их надо покормить. И даже то, как вы говорите, если вы будете говорить не из собственника, будет восприниматься человеком по-разному. Вот, например, та же свекровь, она очень может стараться, улыбаться, подбирать формулировки, но это будет скрывание правды. На самом деле она уверена, что она лучше знает. Вот точно так же действуют и психологи с клиентами. Они как будто подбирают слова, но внутри у них, боже, как он живет, надо вот ему это исправить. То есть с клиентом не ведется разговор как с человеком отдельным, как с человеком в пространстве, которого ты в гостях, как и с близкими. Мы с близкими тоже не можем так вести разговор, как будто они не наша собственность. И мы сами бурно реагируем, когда с нами говорят покровительственным тоном, но при этом мы можем так говорить с другими и не понимать, от чего люди злятся. Почему они так реагируют? Ну вот правота еще с близкими, если взять как пример, то из своей этой, не знаю, как это сказать, бульбашки пусть будет, я, я другой пример приведу. На этой неделе у меня был разговор с женщиной, у нее нет отопления и уже не будет до конца сезона. Я прошу прощения, что такие примеры, ну, то, что есть актуальное.
Ну, так это наша жизнь сейчас, Да, да. и она говорит, что в одну комнату нагревает, получается, ну, электричество есть. Я говорю, ну, бойлер у вас, наверное, есть? Она говорит, нет, нету. И у меня тут же, как это так? То есть, ну, окей, не было там, как это так, и я такая сразу думаю, боже, как это без бойлера? Это ж так, наверное, ну, то есть я начинаю внутри вот что-то нагнетать, и я ей говорю, у меня есть неплохой электрик, он там где-то даже в ваших краях живет, может вам дать контакты? Ну, я, слава богу, глубже не полезла, скажем так. Она говорит, нет, пока нет, это вот уже или сезон закончится, или, может быть, когда война закончится. Там, вот она говорит, еще сын предлагал поставить, не поставил. Я сказала, не надо. И я понимаю, что, ну, вот она так заборчик этот поставила, и все, я уже отхожу. Но внутри я себя еще минут 15 останавливала для того, чтобы не посадить ее на табуретку и не провести с ней воспитательную работу о том, насколько вот это правильно, нужно, необходимо и так далее. Хотя этот человек там в 2 раза меня старше, и ну, жизнь она прожила. Почему вот эта правота, она дает, ну вот, Но вы говорите про правоту без эмпатии. Но вы не учитываете другого человека. У вас есть вы и вы. И вы сами с собой ведете неторопливый диалог. а скажите, этот второй, он неправильный тогда? Мне надо его исправить или как? Вот когда он ко мне вовнутрь попадает, и я начинаю... Ну, здесь скорее про эмоции. У вас поднимается эмоция. Вы начинаете судить по второму о себе. Для того, чтобы представить второго, вы представляете, как бы я жила без бойлера. То есть вам кажется, что вы представляете, как это у второго, а на самом деле это всего лишь рассказ про вас. Но вы это не отличаете. У вас на себе надета маска этой женщины. Вот, кстати, будет школа эмпатии 28 марта. Слушатели, я вас приглашаю. Вот Анна Ивановна привела яркий пример. Не а, эмпатии. Не эмпатия, но в уверенности, что это эмпатия и забота об этой женщине. То есть вы представляете себя, вы представляете жизнь без бойлера, и у вас начинает подниматься ужас. И вы опираетесь не на ситуацию, не на поиск проблем, не на разговор с человеком, не на помощь этому человеку, а вы опираетесь на свои чувства. Вам как будто надо ее исправить для того, чтобы перестать испытывать эти чувства внутри. Ну, вот так бывает у детей аутистов, у них, например, все должно стоять в строгом порядке, и когда что-то стоит не так, как им хочется, то начинают подниматься эмоции, ну, вот этот вот хаос. И им надо поставить это сюда для того, чтобы успокоиться. Точно так же с этой женщиной. То есть вы сами придумываете себе сказку, сами придумываете, как вы жили без боли. Вы начинаете в это верить, но думаете при этом, что вы думаете про женщину. Это полностью эмоциональный замес, и замес только из вашего теста. Многие люди, которые переживают испытания, они ощущают значимость свою. У них появляется субъективность. И это их право, как им жить их жизнь. А когда я затянула эту женщину во внутренний мир, ну, точнее, я ее клонировала из себя, просто у нее маска другого человека, то у нее нету права жить ее жизнь так, как ей хочется. На это Ну, есть множество причин. То есть здесь нету правильно или неправильно. Но многие люди, я вот наблюдаю сейчас, они ощущают, что у них появилась событийность, они чувствуют контакт с телом, их жизнь опять, в жизни появился смысл, когда трудности появляются. Если человек живет в депрессии, то для него трудности– это, наоборот, вытягивание из депрессии. Это отвлечение от тех процессов, которые внутри, когда надо выживать. да, и я в этот момент забываю про себя такую, потому что когда у нас началась война, я помню, каким я была достаточно неплохим оловянным солдатиком до момента, пока перестало греметь вокруг Киева.
только перестало греметь, я сразу рассыпалась. То есть это действительно... Видите? Вот поэтому многим людям кажется, что надо меньше работать, меньше делать, а на самом деле надо больше работать и больше делать, потому что только так ты не попадаешь вот в эту внутреннюю кофемолку, которая тебя закручивает в этот хаос. Вот эта соединенность с реальностью. Конечно, это не лучший способ и Мгм. взрывы, и отопление, и все остальное, но вот это умение видеть позитив и конструктив даже в таком, это вот этот интересный мир, а не мир правильный. Я, например, благодаря тому, что я в Киеве, я могу исследовать многие патологии, которые мне были недоступны. На себе, я имею в виду. На себе. То есть у меня сейчас поднимается такое большое количество клинического материала. Если раньше я это могла только со стороны увидеть, то теперь у меня как будто все под увеличительным стеклом. И видите, я могу испытывать интерес исследователя, если у меня нет вот этого правильно или неправильно. Ну, это вот есть ли разделение, тогда я попробую вопрос задать, есть ли разделение между, м, выходит, что правота, я сегодня в основном говорю про правоту эмоциональную. Есть ли какая-то другая? Прав другой нету. В мире имени себя другой правоты нет. Потому что если я строю сложную модель, собираю факты и делаю вывод, это не моя правота. Это логический вывод, он мне не принадлежит. Я не его собственница. То есть, Поэтому у меня нету пены у рта, когда я это отстаиваю. Это или логически, или нелогически. Если не логически, то дайте мне факты, я перестрою свою модель. Но это не моя собственность. Ам, я как инженер, нет, даже не инженер, я как наблюдатель, который наблюдает чужое. Это чужие факты, чужие причинно-следственные связи. Они приплетаются во что-то. Я как наблюдатель сторонний делаю вывод. Я собираю в синтезе этот вывод. Но у меня нет ощущения, что это порождение меня. Это не мой ребенок, этот вывод. Этот вывод могут сделать множество людей, если они тоже проанализируют факты, у них есть логика. Мы приходим к одному и тому же выводу, поэтому он не мой. Этот вывод может сделать множество человек. И так бывает, когда люди приходят к каким-то открытиям в разных концах этого мира. А если я это замешиваю тесто на своих эмоциях, то эта правота становится частью меня, моей рукой или ногой. Как котики. Или как сыночка у невесточки. или как мамочка у доченьки тоже, или наоборот. Вот это вот круто, он мне не принадлежит, этот вывод. Я просто не могла понять, как мне эту правоту хочется все равно пропихнуть. Но она дает много власти. Мгм. Человек не может отказаться от правоты, она дает слишком много власти. Ты становишься собственником. А так ты как арендатор все время. А тебе хочется стать собственником. Вот если я иду по подъезду, и кто-то там оставил картонную коробку, то я такой делаю, ну, подвожу итог нашей беседе, то я ощущаю, что у меня поднимаются какие-то эмоции. Да, я ни в коем случае не должна игнорировать эти эмоции. У меня поднимаются какие-то эмоции в ответ на коробку. Я понимаю, что мне это не нравится. И у меня есть мое не нравится,
а есть давай поразмышляем об этом инциденте или об этом событии. И так мне это не нравится. Я делаю вывод, пытаюсь проанализировать, почему. Если я выхожу из своей правоты, из этой маленькой коробочки, как правильно, как неправильно, и мыслю сложной схемой, то я говорю, что в наше время порядку надо уделять больше внимания, потому что есть тенденция к созданию хаоса. Что я могу сделать? Если у меня есть общий чат, то я туда пишу, что нам важно поддерживать уровень цивилизации. Я думаю, как поговорить с этими людьми. Я не захожу туда с правотой, я захожу мирно и говорю, я за всех нас. Я за всех нас. Давайте вместе эту проблему решать. Если я не могу мыслить сложно, не могу рассмотреть эту ситуацию, то я начинаю возмущаться внутри, и я не пущу себе в этот чат даже сказать, потому что я понимаю, что я буду агрессивной, и мне может прилететь. То есть я не совершу никакое действие по изменению этой ситуации, потому что я буду чувствовать свою неадекватность. Или же на третий или на четвертый раз я ворвусь в этот чат на огненном коне с шашкой, начну им махать, за это получу, потому Заслуженно. что, да, потому что могут начать валиться еще претензии. И тот, кто открывает дверь с воинственной, он открывает всех не дверь. То есть Мгм. чат может превратиться в такой клубок дерущихся кошек. И то, что я написала, оно все утонет. То есть, видите, если я на эмоциях шашкой, то я про это все не могу подумать, поэтому я не могу выбрать уместное написание. Как мне поговорить с людьми, чтобы создать конструктив? Я пришла просто туда, чтобы меня вырвало в этот чат моими эмоциями. И это запускает множество цепочек. Поэтому правота, она все время навязывание правил из коробочки маленькой. Ну, от правоты как бы надо, это атовизм. Человек должен научиться мыслить более сложными системами и системами, в центре которых не находится он. Я еще, можно, да, я вопрос задам? Давайте, да, давайте. Короткий. Мы Вот уже, наверное, перебрали 50 минут. э, Ничего если, страшного. если м, у меня много потребностей вот в этой правоте, то для вот этой моей, скажем так, животной структуры это как единственный способ получить значимость. Я бы так не сказала. М, Человек, человек привык так мыслить. Ну, когда ты животное, когда много вот этого инстинкта выживания, то человек по-другому и не может мыслить. Это единственный способ выносить суждение о чем-то. Ну вот Всё. суждение на уровне зверя, когда это съестное или не съестное, Мгм. страшное или не страшное, опасное и не опасное для меня. Всё это. Видите, для того, чтобы запустилось человеческое мышление, человек должен преодолеть инстинкт самосохранения, а для этого ему надо уметь опираться не на эмоции внутри, не только на эмоции. Это не про то, что у меня не должно быть возмущения картонной коробкой в подъезде, а это про то, что у меня есть возмущение, но я понимаю, что есть мир еще кроме меня, с множеством обстоятельств, и мне мои действия по отношению к этому миру имеют последствия. Если я понимаю, что я хочу от этого мира, я умею его учитывать, то тогда я свое действие
подгоняю под это. Я его форматирую под это. Я понимаю, какие могут быть последствия, мне нужны эти последствия. Я свои действия меняю под эти последствия. А если я просто эмоционирую, ну, это будет размешивание воды в стакане с непредсказуемыми последствиями и с активизацией психоза других. Да, Ольга Федоровна, спасибо большое. Завершаем. Да, Ну что, уважаемые зрители, надеюсь, вам было интересно. Пусть и сложно, и непонятно, но интересно. Это самое главное, не терять интерес к своей жизни, в каких бы жизненных ситуациях мы ни оказывались. Это дает возможность не тонуть в мире именем себя. А я вас хочу пригласить на школу эмпатии. Эта школа созрела, потому что я вижу, насколько сложно быть эмпатичным к другим людям. Максимум, что человек может подумать о другом, это как представив себя на его месте, но другой не я. И для эмпатии надо более сложное мышление. И вот мы поэтому будем проводить школу эмпатии 28 марта. Приходите. Ну что, Анна, прощаемся. да, Пишите ваши отзывы мелким почерком в каждой строчке. Оставляйте комментарии. до свидания.